Кремль направляет в Мариуполь десятки экипажей полиции. Готовятся масштабные проверки и задержания, чтобы отчитаться Путину. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия готовит ответ и направляет дополнительные войска к границам с НАТО. Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом. Шольц приехал в Ватикан и раскаялся. Кто подставил немцев и как отвечает на действия Берлина-Париж? То, о чем там говорилось, очень серьезный вопрос. Лукашенко и Путин поговорили, но не договорились. Беларусь выдвинула резкое условие. Москва ушла в отказ. Дорогие зрители, для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Россию несколько дней подряд атакуют дроны. Взрывы в эти выходные звучали в Брянской, Белгородской, Ленинградской области и Екатеринбурге. Следственный комитет Российской Федерации накануне заявил, что БПЛА атаковали следственную группу в приграничной зоне Брянской области. Говорят, что все произошло во время неких следственных действий. Следователь и следователь криминалист СК России получили ранения. Еще двое сотрудников ведомства контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ. Губернатор Белгородской области Гладков тоже жаловался на взрывы, но, говорит, ПВО все, как всегда, сбили, пострадавших нет, но летала при этом над селом Новая Деревня. Стоит отметить, не остался незамеченным и взрыв в далеком от Украины Екатеринбурге. Полыхало около подстанции Калининская. Пропагандисты говорят «замыкание», однако так называемым замыканием занялась полиция. Удивительно, но это подстанция, от которой запитаны 3 оборонных предприятия России, среди которых и Уралмаш. По данным экстренных служб, произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. В украинской разведке называют события в Росії деградацією інфраструктури і закономірністю. Те, що вибухає на Росії, відповідальність, зокрема, влади Росії, але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися із путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і ту країну звільнити швидше, якомога швидше в єдиний законний спосіб збройної боротьби проти кривавого путінського режиму. Россия хочет нокаутировать Украину и поэтому вбрасывает в войну максимальное количество ресурсов. В Совете нацбезопасности Украины называют 2024 год ключевым для Путина. Сейчас Кремль попытается нанести максимальный удар Украине. Если этого не произойдет, Москва столкнется с проблемами и высоким уровнем общественного недовольства, чего очень боится Путин. Как выдержать этот натиск, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не говорит, однако знает секрет победы. Чем интенсивнее Путин будет раскручивать военный маховик, тем более быстрыми темпами будет расти недовольство глубинного народа в формуле прямо пропорциональной. Хитрый баланс интересов между настроениями российского общества и планами Путина может просуществовать не дольше 2024 года и неизбежно разойтись в случае отсутствия кардинальных изменений и достижений существенных результатов. В войне победит тот, кто сохранит внутреннее единство и не сломается изнутри. Тем временем ситуация для ВСУ непростая. В украинском руководстве неоднократно говорили, что для уничтожения логистики и сил российских войск силам обороны необходимо в том числе дальнобойное оружие. В последние дни внимание сосредоточено вокруг ракет «Таурус» и прослушки немецких офицеров, которые обсуждали передачу этих ракет Киеву. А потом запись их разговора вдруг оказалась в руках российской пропагандистки Симоньян. Кстати, немецкий канцлер накануне подтвердил подлинность этой записи, назвав ситуацию серьезной утечкой. То, о чем там говорилось, очень серьезный вопрос. Именно поэтому это сейчас выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это просто очень необходимо. В то же время глава французской дипломатии Стефан Сежурне считает, что между Францией и Германией нет раскола, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем по Украине. Говорит, что их мысли практически едины, кроме, конечно, вопроса, который касается отправки войск в Украину, о чем недавно говорил президент Франции Макрон. Уже не просто і замало піднімати питання про пришвидшення надання Україні різних систем озброєнь.
Уже час піднімати питання про оформлення військової коаліції, коаліції військових союзників, а не просто партнерів, для підтримки України і для можливої участі і підтримки України в бойових діях, а в тому числі і проти агресора на українській території. Поки що, принаймні. Тому що все ж таки актуальність цих карт, вона нікуди не зникла. Але підтримка потрібна нам. І дуже добре, що президент Франції запустив ці дискусії. Це перехід на інший рівень у відносинах з партнерами. Від партнерських до союзницьких і до можливості, зокрема, контингентів військ. Спочатку зброя, потім добровольці, а потім і війська. Из России продолжаются сыпаться угроза за угрозой. На этот раз из уст Лаврова. Он все не успокоится. Нелестно отзывается и в адрес Армении. Правительство Молдовы называет режимом, который пошел по следам киевского режима. Но и на этом не остановился. Теперь новыми целями для угрозы были выбраны еще и Швеция и Финляндия. Говорит, Россия готовит мощный ответ. Правда, вновь непонятно, на какие действия именно. И говорит, что у Запада недостаток доброй воли, при этом у России якобы с этим проблем нет. Все долгие десятилетия добрососедства пошли прахом. И Швеция уже заключила соглашение с Соединенными Штатами, согласно которому США, вооруженные силы США имеют право делать в Швеции, что хотят. Посещать любой объект, создавать там любые свои объекты, ну и так далее. Вывод, который мы будем делать для нашей безопасности, заключается в том, что у нас уже принято организационное решение. Создан Московский военный округ, Ленинградский военный округ. Там будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения, которые будут адекватны тем угрозам, которые могут появиться на территории Финляндии и Швеции. Угрозы звучат и из уст Небензи, небезызвестного постпреда России при ООН. Теперь опасность для России представляют не боевые комары, а настоящие самолеты. Говорит, что у России еще есть время подготовиться и найти адекватные ответы на случай, если Киев получит F-16. Какой именно будет эта подготовка, тоже не ясно, но ясно другое. Российская Федерация, вероятно, приостановила использование своих уникальных самолетов-разведчиков А-50. Лишь за 2 месяца этого года ВСУ уничтожили 2 таких самолета и как минимум 20 членов высококлассного экипажа. Потеря ресурса, который обеспечивает ежедневное командование и контроль над российскими действиями в воздухе с высокой степенью вероятности, подрывает ситуативную осведомленность экипажей самолетов. В разведке Великобритании сообщают, что в России сейчас проводится расследование, почему военным не удалось предотвратить потерю такого самолета. Тем временем в воздушных силах України знают ответ на этот вопрос. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ, їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. От ви ж бачили в лютому, працюють наші системи, і ворог уже не почувається настільки вільно, як це було раніше. Отримали повітряні сили додаткові інструменти. Лукашенко торгуется с Путиным. Накануне диктаторы провели телефонные разговоры. Говорили якобы о международной повестке и дружбе на века. Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки. Но не все так гладко в отношениях Москвы и Минска. Предприятия ВПК двух стран не смогли договориться о цене на комплектующие к реактивным системам залпового огня «Град», сообщает украинская разведка. Споры и разногласия возникли после того, как белорусская сторона показала россиянам прайс. Стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%. После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли выход для удешевления. Производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий. Это означает снижение качества продукции, а значит повышенные риски использования собранных из таких деталей узлов РСЗО «ГРАД».
На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь вместе с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.